Приветствую, друзья! В последнем ролике мы обозревали маленький вертикальный фрезерный станок от компании Cowells. Сегодня мы рассмотрим еще один продукт этой компании, а именно небольшой токарный станок, который был очень распространен в Европе. Да и до сих пор он пользуется спросом благодаря его необычной компактной конструкции, а также точности и аккуратности сборки. Станок, как вы понимаете, предназначен для часовщиков и моделистов. Однако, даже с учетом этого, он имеет довольно необычную конструкцию. Вообще компания Cowells предлагает ассортимент хорошо изготовленных миниатюрных станков и аксессуаров, пользующийся популярностью у знающих свое дело производителей часов и приборов во всем мире. К изделиям, которые производились в прошлом, а некоторые производятся и сегодня, относятся небольшие токарные станки, вертикальные фрезерные станки, делительные и высокоскоростные фрезерные головки. При их изготовлении всегда использовались высококачественные материалы. При этом пристальное внимание уделялось деталям конструкции и спецификации. Например, все рукоятки, кроме рукояток фрезерного станка, циферблаты, рычаги и направляющие планки выполнены из металла, а не из дешевой пластмассы, как у токарных станков аналогичного размера европейских и дальневосточных производителей. Первый токарный станок Cowells берет свое начало от шеффилдского FlexiSpeed 1940-х годов, популярного небольшого станка, который в различных формах продолжал выпускаться в течение почти 50 лет. За многие годы и несколько смен владельцев FlexiSpeed превратился в CMAT 101, Meteor, Hector и Norfolk, и, наконец, в Paris PL90. В котором он был принят практически без изменений в качестве первой модели Cowells и предлагается сегодня в качестве базовой модели 90E. Первая модель Cowells, которая была предложена в качестве полного автономного и готового к подключению и использованию устройства, использовала значок с надписью Cowells Norfolk. Для таких маленьких токарных станков с высотой центра 45 мм и 200 мм между центрами, компания Cowells необычна тем, что включает в себя многие функции. Так, модель 90ME разработана для использования в небольших модельных цехах. Шпиндель способен развивать скорость в диапазоне от 60 до 2100 оборотов в минуту. Станина имеет зазор, увеличивающий возможный диаметр обрабатываемой заготовки. Поперечные салазки имеют увеличенную длину и Т-образные пазы. Малые продольные салазки входят в стандартную комплектацию и, что особенно полезно, продольная подача оснащена регулируемым механизмом автоматического отключения. В последних моделях на всех маховиках установлены красиво отделанные химически зачерненные лимбы с четкими линиями и цифрами, вытравленными лазером, окрашенными в белый цвет. Установленный на двигателе двухступенчатый шкив и смонтированный сзади контрвал используют миниатюрные клиновые ремни, которые обеспечивают 6 скоростей. Вся система привода аккуратно и надежно закрыта откидной пластиковой крышкой. Станок установлен на жестком литом алюминиевом основании с углублениями на каждом конце для облегчения подъема, аккуратно встроенным распределительным устройством и обработанной плоской задней частью, которая может быть использована в качестве крепления для контрольного индикатора. Имеется широкий ассортимент принадлежностей, включая суппорты, цанги, в том числе часового типа, четырехсторонние и задние стойки, вертикальный фрезерный суппорт, делительные и индексирующие устройства, роликовый подпятник и другие. Ручная сборка по модульной системе позволяет производителям комбинировать функции различных моделей в линейке. Таким образом, токарный станок для часовщиков модели CW с закаленным шпинделем и противоположной бабкой на бронзовых подшипниках может поставляться с винторезным механизмом от модели ME для обеспечения силовой подачи вдоль станины. Более ранней версией модели CV была модель HS. Предположительно означает высокоскоростная, которая, как и модель CW, приводилась в движение двигателем с тиристорным управлением, обеспечивающим бесступенчатую регулировку скорости до 4000 оборотов в минуту.
Компания Cowells также производит ряд других полезных машин, включая миниатюрный вертикальный фрезер, миниатюрные лобзики, фрезы с колесами и шестернями, небольшие делительные головки и, в прошлом, несколько небольших станочных приспособлений.